Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой ажурный узор, который идеально подойдет как для летних, так и для демисезонных вещей. Очень красиво будет смотреться маечка, летний кардиган, как короткий, так и длинный, сарафан, платье, легкий свитер, то ли с длинным рукавом, то ли с рукавчиком 3/4. Эффектно будет выглядеть также шаль, палантин, легкий шарфик. Очень много изделий можно связать вот с таким узором. Сам узор очень простой в исполнении. Здесь используются такие приемы, как убавление петель с наклоном влево и вправо, накиды, лицевые и изнаночные петли. Вот так узор выглядит при вязании снизу вверх. Также, как видите, он формирует легкую волну, и изделие можно начинать вязать сразу с узора без манжета. Но и с манжетом будет смотреться очень интересно. Если же вязать от горловины, то узор будет выглядеть вот таким образом. При вязании от горловины лично я начинала бы вязать вот с этого момента. Но это мое субъективное мнение, все дело вкуса. Свою позицию, свое мнение я никому не навязываю. Просто рассказываю и делюсь с вами впечатлениями своими личными о конкретном узоре. Вот так выглядит его изнаночная сторона, на ощупь ровная и очень приятная к телу. Для этого узора можно использовать любую пряжу средней и тонкой, среднюю и тонкую, гладкую, пушистую. Ленточную пряжу можно использовать, но с очень тоненькой ленточкой, иначе потеряется вот сам узор, вот эта форма вот этих листочков. Но опять-таки пряжи разные, все нужно пробовать. Спицы для этого узора я бы рекомендовала брать те, которые рекомендует производитель конкретной пряжи, из которой будете вязать вы. Раппорт данного узора составляет 11 петель в ширину и 18 рядов в высоту. Для провязывания образца вместе с вами я набрала 24 петли, так как хочу провязать 2 раппорта узора в ширину, чтобы вы увидели вот этот листочек. Вот этот листочек, он формируется из 2 раппортов. Вот его начало, вот оно, и вот окончание. Поэтому, этот листочек попроще, поэтому он и так понятен, как он будет выглядеть. Но вот именно вот эти листочки я бы хотела вам показать. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Кромочная. 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Когда идут убавки с наклоном влево или вправо, нужно смотреть по вашему способу вязания, как вы вяжете, чтобы не получались петли скрещенными. При убавлении с наклоном вправо на вас должна смотреть первая дужка. Я по этой причине поменяла расположение петли. Итак, провязываю 2 вместе с наклоном вправо, вот таким образом. Далее идет 3 лицевые петли, 2, 3, накид, лицевая, накид, еще 3 лицевые, 2 вместе, лицевой с наклоном влево. Опять-таки смотрите по вашему вязанию. При убавлении в левую сторону на вас должна смотреть вторая дужка петли. У меня расположение петель правильное, поэтому я просто провязываю их как 2 вместе. Я закончила провязывать 1 раппорт узора.
Продолжаю вязание, вяжу второй раппорт, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная петля. В данном узоре петли симметрии отсутствуют. Все четные ряды вяжутся по рисунку. При поворотном вязании накиды провязываются изнаночной петлей, при круговом, соответственно, лицевой. Ну и круг провязывается лицевыми петлями. Третий ряд. По схеме он провязывается третий и пятый ряд так же, как первый ряд, просто по полотну это будет выглядеть немножечко иначе, поэтому я буду их также показывать в видео. Третий ряд. Кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная петля. Вот видите, начинает формироваться волна. Пятый ряд. Кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Не забывайте следить за дужками ваших петель. 3 лицевые. Накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Это я закончила провязывать 2 раппорта данного узора. Каждый раппорт заканчивается 2 вместе лицевыми с наклоном влево, а начинается с наклоном вправо. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 7 ряд. Кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее ряд новый раппорт узора начинается, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила провязывать второй раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 9 ряд. Кромочная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение каждой петельки и провязываю их одной лицевой. 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель. Далее идет накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 4, 5, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная. 11 ряд. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй раппорт продолжаю вязать, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила провязывать второй раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 13 ряд. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю кромочной. 15 ряд. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 5 лицевых, 3, 4, 5, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Продолжаю вязать следующий раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 5 лицевых, 3, 4, 5, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная. 17 последний лицевой ряд данного узора. Кромочная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная петля. Вот смотрите, что у меня получилось. Этот образец вместе с вами я вязала с демисезонной пряжи. Здесь 50 на 50 хлопок с шерстью. И ниточка сама толще, но тем не менее очень красиво и выразительно смотрится данный узор. Надеюсь, этот рисунок вам также понравился, как и мне, и вы свяжете себе много интересных вещей. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и до встречи на канале.